Глава 626. Сотрудничество. Лаборатория секты Юнь была богатой, но в ней отсутствовали пиковые персоны, что было главным отличием чудо-города от империй. На этот раз король преисподней послал сразу 50 мудрецов, нежитей, пришедших с разных полей. Они имели стратегическую важность для развития чудо-города. Чутянь решил как следует продемонстрировать свою ценность. Он позволит технологии чудо-компании подняться еще на одну ступеньку за короткий промежуток времени, а какая цель была у короля преисподней? Это не имело значения. Он будет относиться к этим мудрецам как к иностранным ученым. Чутянь не боялся, что его технология будет тайно изучена, потому что 5 лет было достаточно, чтобы чудо-коммерция распространилась на весь континент. В то время, даже если часть технологии будет украдена, это не принесет никакого толка. Не говоря уже о том, что Чутянь продолжал развивать свою технологию, так что вещи, которые будут раскрыты, всегда будут устаревшими. Чутянь только что закончил устраивать этих немертвых мудрецов, когда Мэн Цинву с тревогой связался с ним. Только что произошло кое-что. Быстро возвращайтесь и обсудим это. Когда Чутянь вернулся в городскую крепость, он увидел там людей, одетых в стиле разных стран. Мэн Цинву сразу же представила Чутяня. Эти люди были посланниками империи и держав уровня империи. Ветряная луна, пылающие небеса, дикий зверь и другие места. Они пришли по приказу своего начальства, чтобы обсудить что-то очень важное. Значит, это посланцы разных стран? Я был груб. Чутянь сложил ладони рупором, прежде чем прямо спросить: «Интересно, что вам нужно от меня? Как мы можем нуждаться в чем-то от сэра городского лорда?» Женщина-посланница из Империи Ветряной Луны почтительно сказала: «У нас есть приказ императрицы обсудить с вами вопрос сотрудничества». Посланник Пылающей Небесной Империи не мог удержаться, чтобы не встать и не сказать: «Городской лорд Чутянь, наша Пылающая Небесная Империя была здесь первой. Даже если вы сотрудничаете с другими, вы должны сотрудничать с нами в первую очередь». Посланник территории дракона был недоволен. Это занятие бизнесом, а не хождение по улицам, кто слышал о том, что первому пришедшему первую подачу. Конечно, это будет тот, кто даст лучшие условия. Что это была за ситуация? Чутянь растерянно посмотрел на Мэн Цинву, стоящую рядом с ним. Мэн Цинву несколько раз негромко кашлянула, прежде чем объяснить посланцам. Поскольку чудо-шлемы в чудо-торговом центре были распроданы, граждане империи очень сожалеют, что не смогли купить шлем. В то время как люди империи не испытывают недостатка в ресурсах и интересах, скорость рекламы чудо-компании была ограничена, поэтому она не могла охватить большую часть империй. Кроме того, время аукциона было очень коротким, поэтому у них не было времени участвовать. Чутянь мог только догадываться, что произошло. Это были империи, завидующие большим завоеванием чудо-города, поэтому они пришли, чтобы забрать некоторые для себя, так? Пылающий Небесный Император решил вывести 500 тысяч шлемов и хочет выставить на аукцион использование платформы торгового центра чуда. Мы также специально пошлем место для торгов в регионы империй, чтобы позволить людям империй участвовать. Это гарантирует, что он будет продаваться по хорошей цене, и это может позволить гражданам стран попробовать чудо-шлемы. Чутянь закатил глаза. Что же это за оправдание? Если бы вы действительно заботились о гражданах, почему вы хотите продавать его на аукцион по высокой цене? Вы могли бы просто напрямую продать его гражданам. Думая о деньгах ваших граждан и придумывая эти хорошо звучащие оправдания, Чутянь мог только показать свое презрение к такого рода действиям. Но раз уж мы заговорили об этом. Вы так быстро закончили строить 500 тысяч шлемов. Чутянь выразил серьезное сомнение по поводу этого числа. Я помню, что только что была построена фабрика шлемов Небесной Пылающей Империи. Может быть, вы сделали эти шлемы из воздуха. Посланник Пылающей Небесной Империи честно сказал: «Мы все еще не сделали шлемы, но мы можем сначала продать их. Мы устроим аукцион на несколько дней, и пусть они подождут еще несколько дней, тогда разве наши шлемы не будут сделаны?» Чутянь прямо подчинился. Эти парни продавали вещи еще до того, как они были сделаны. Кто же занимался таким бизнесом в этом мире? Все спешат заработать прибыль, как будто они боятся, что кто-то другой схватит ее первым. Чутянь посмотрел на остальных. Хотя он ни о чем не спрашивал, глядя на выражение их лиц, все они, казалось, думали об одном и том же. Это действительно заставляло людей чувствовать стыд. Чутянь еще не высказал своего мнения, когда гонцы снова начали спорить. Посланник Империи Ветра Луны сказала: «Если чудо-город сначала будет сотрудничать с Империей Ветра Луны, мы дадим чудо-городу 10% прибыли». 10%. Посланник Империи Пылающих Небес холодно рассмеялся, прежде чем громко объявить: «Наша Империя Пылающих Небес даст 20%. Такой свирепый. Он просто удваивал сумму. Посланник территории дракона был еще более наглым. Территория дракона готова дать 30%. Чутянь и Мэн Цинву наблюдали, как гонцы изо всех сил старались быть первыми, плавно зарабатывая четверть прибыли от торговли чудом.
чудо-коммерция могла бы просто лежать там и все равно зарабатывать деньги. Чутянь даже подозревал, что если они будут продолжать ссориться, то могут даже поднять его до 50%. Посланники долгое время соперничали друг с другом. Они скорее заработают меньше или вообще ничего не заработают, чем позволят другой стороне что-то заработать. Посланец темного ночного леса увидел, что ссора, подобная этой, не была нужным методом, поэтому он посмотрел на Чутяня и сказал: «Городской лорд Чутянь, что ты думаешь?» Все посланцы остановились и посмотрели на Чутяня. «Все, пожалуйста, успокойтесь». Чутянь успокоил всех. Подумайте, если один будет выбран, не будет ли это означать оскорбление других? Чудо-город никогда не сделает ничего, что кого-то обидит. Вы все властители континента с глубоким влиянием, чудо-город — всего лишь недавно взошедшая звезда. Как мы посмеем оскорбить вас? Все посланцы посмотрели друг на друга в полном смятении. Этот выбор действительно заставил чудо-город чувствовать себя очень неловко. Чутянь снова заговорил в это время. «У меня есть метод, который может удовлетворить всех, я просто не знаю, согласитесь ли вы». «Какой метод?» Быстро спросила посланник Империи Ветряной Луны. «Пожалуйста, расскажите нам». Чутянь медленно ответил: «Зачем вам нужно воровать друг у друга? Наша история развития очень быстрая, нет необходимости есть все это в одиночку. Это выгодно для всех, чтобы работать вместе, так что мы все можем стать богатыми». Посланцы ничего не поняли. Чутянь объяснил: «Вы все можете взять 500 тысяч шлемов и разместить их в торговом центре чуда. Исходные камни в конце концов будут равномерно распределены между всеми, и мы заработаем одинаково большую сумму, разве тогда все не будут счастливы?» Это действительно был метод. Но некоторые не соглашались. Посланник Империи Ветряной Луны сказала: «Как это может быть? Граждане нашей Империи Ветряной Луны очень богаты, может ли ваша пылающая небесная империя сравниться с ними? Если это разделить поровну, мы понесем большие потери». «Ах, я не хочу с тобой делиться. Империя Пылающих Небес имеет большое население, можете ли вы сравниться с нами? Если мы говорим о богатстве, то территория дракона самая богатая. Если мы говорим о населении, то в Империи Диких Зверей больше всего людей». Гонцы начали сражаться без конца, никто не хотел идти ни на какие уступки. Чутянь почувствовал, как его охватывает сильная головная боль. Мэн Цинву не могла удержаться, чтобы не встать и не сказать: «Все, слушайте меня». Мэн Цинву была человеком с хорошей репутацией. Посланцы ясно поняли, что истинная хозяйка чудо-города — это женщина. Поэтому в присутствии этой женщины они немного сдерживали себя, поскольку в будущем им придется часто иметь с ней дело. На самом деле эту проблему совсем не трудно решить. Интеллектуальная система мозга чудо-компании может анализировать общие ставки и суммы. Мы дадим место с более высокими ставками немного больше, а место с более низкими ставками немного меньше, так что это будет относительно справедливо с точки зрения распределения. Это решало вопросы. Но гонцы были не слишком довольны. Мен Цинву выдвинула еще одно условие: чудо-коммерция будет заключаться только в сотрудничестве, где обе стороны выигрывают. Что касается доли чудо-компании, то нам понадобится всего 20%. Если каждый может доложить своим лордам, мы можем немедленно начать сотрудничать, иначе будет трудно продолжать. Я прошу вас взвесить все преимущества. Был ли еще выбор? Кто не хотел зарабатывать немного больше исходных камней? У Империи не было такого канала, как в торговом центре «Чудо», так что даже если они смогут сделать шлемы, они не смогут продать их на аукционе. Они еще не начали их массовое производство, так сколько же они могли заработать, просто продав несколько сотен тысяч шлемов? Этот кусочек исходных камней даже не попадет в глаза империям. Все посыльные уловили посыл Мэн Цинву. В тот же день правители провели совещание с Мэн Цинву с духовным шлемом и согласились на ее предложение. Главное было обсудить некоторые правила, где каждая империя должна была обеспечить определенное количество шлемов, чтобы первая партия не была продана другой империей. Кроме того, прибыль от продажи шлемов будет зависеть от их пропорций, чтобы избежать дальнейших споров после продажи. При посредничестве Мэн Цинву в конце концов они разработали план, который устроил всех. Дело было поставлено так. Империя Ветряной Луны, Империя Пылающих Небес, Империя Диких Зверей, Темный Ночной Лес, Территория Дракона и Море Преисподней — все эти 6 крупных сил должны были предоставить по 500 тысяч шлемов, в общей сложности 3 миллиона шлемов. Все они будут выставлены на аукцион в торговом центре «Чудо». Охват этого аукциона будет еще шире. В каждом регионе империи и связанных с ними королевствах будет проводиться аукцион, а это означает, что все внутренние и внешние рынки будут задействованы. Время аукциона также было больше целых 7 дней, что давало разным богатым людям время сделать свои ставки. Для того, чтобы чудо-шлем был произведен в больших масштабах и стал самым популярным предметом на континенте, потребуется по меньшей мере год или 2. Прямо сейчас чудо-шлем был только роскошным продуктом для богатых людей.
На этом континенте не было недостатка в богатых семьях стоимостью в сотни миллионов исходных камней, эти люди не испытывали недостатка в деньгах. Чтобы сделать ставки еще выше, чудо-коммерцию дико стали рекламировать. Перед свадьбой городского лорда Чудо-города и перед открытием континента чудес это была последняя партия чудо-шлемов. Если кто-то упустит этот шанс, им придется ждать еще месяц или два. Глава 627. Подготовка. Этот аукцион был сотрудничеством с 6 державами уровня империи, поэтому нельзя было избежать частых взаимодействий. Позволить Мэн Цинву выступить посредником в этом деле было самым подходящим решением. Империи настроены получить прибыль. Почему чудо-компании не заработать, просто идя по пятам? На самом деле источник камней был вторичным для них, чудо-компания хотела использовать этот шанс, чтобы расширить охват торгового центра чуда. Хотя они могли бы со временем построить полноценные чудо-торговые центры, они могли бы создать временное место в главных городах империи с их помощью. Временный сайт из-за логистики и других причин, они не могли открыть торговую и интернет-платформу для покупок, но им было достаточно использовать его для аукциона шлема. Это было потому, что чистая коммуникация не была трудной для чудо-коммерции. Воздушные корабли небесной сети использовались для создания коммуникационной сети, а обычные корабли имели гигантские зоны покрытия. Чудо-коммерция уже могла массово производить воздушные корабли небесной сети, поэтому они могли быстро создать коммуникационную сеть в основных областях империи в первую очередь. 3 миллиона шлемов, та же базовая цена 20 исходных камней, и все это было продано на свободных торгах. Было неизвестно, во сколько раз больше средняя цена будет в этот раз, но это определенно будет намного больше, чем продажа чудо-компании в прошлый раз. С одной стороны, это было потому, что на этот раз они продавали более богатым местным жителям. С другой стороны, после предыдущего аукциона чудо-шлемы стали обсуждаться по всему континенту, уделяя им гораздо больше внимания, чем раньше. Не говоря уже о том, что скоро откроется континент чудес. Это был важный фактор, заставлявший людей делать ставки. Это было связано с тем, что с развитием чудо-компании силы, которые ранее вошли на континент чудес, смогут использовать больше шансов для развития в виртуальном мире. Континент чудес станет домом для умов всех людей на континенте, это было то, что не могло быть недооцененным. За это можно давать несколько сотен тысяч дополнительных камней-источников. Работа Чутеня тоже была очень важна. Он подвел Ин и Цзинь Ло к лифту и спустился в подземную исследовательскую лабораторию гномов. Чутянь вспомнил свое первое посещение лаборатории, большая часть которой была временно закрыта из-за отсутствия финансирования. В то время основные затраты на содержание лаборатории составляли несколько десятков тысяч исходных камней. Теперь подземная лаборатория не просто функционировала в полную силу, ее масштабы увеличились более чем вдвое. Каждый месяц она принимала десятки тысяч камней источника, и это число постоянно увеличивалось. В центре лаборатории находился гигантский энергетический щит. Этот энергетический щит питался от всей энергетической системы чудо-города. Атакующие не смогут преодолеть предел энергетической системы чудо-города и пробить этот щит. Даже император мог сломать его только если будет в полную мощь бить больше половины дня. Это конечная духовная связь. Мэн Ин уже знала, что в чудо-городе есть нечто подобное, но все равно видела его впервые. Она спросила Чутеня, эта штука действительно может соединить умы всех людей на континенте. Чутянь резко ответил, вы знаете, сколько камней-источников чудо-компания инвестировали в строительство этого здания. Есть несколько сотен тысяч шлемов, распределенных и добавляющих в 3 миллиона, есть меньше, чем 5 миллионов. Если даже этот кусочек разума не может соединиться, какое значение будет иметь чудо-континент? Они прошли через барьер. Мэн Ин почувствовала перед собой гигантский запас духовной энергии, и она была очень потрясена, увидев, что это было. Там находился гигантский хрустальный шар поразительного объема, диаметром более 200 метров. Самым шокирующим было то, что этот хрустальный шар высвобождал духовную энергию, что также означало, что этот хрустальный шар диаметром в 200 метров на самом деле был духовным кристаллом высокой интенсивности. Сколько духовной энергии и материала было использовано для создания этого? Всего лишь стоимость этого хрустального шара составляла более 100 миллионов. Этот несравненно большой хрустальный шар был заполнен оборудованием, и его обслуживали более 1000 гномов. Кроме того, в этом месте был приготовлен второй хрустальный шар. Сэр городской лорд. Лидер гномов Кларк подошел и сказал, первый материнский духовный шар был протестирован без каких-либо проблем. Он может удерживать умы по меньшей мере 30 миллионов человек и может достигать 50 миллионов, если он перегружен. В настоящее время мы строим второй материнский духовный шар, и я думаю, что это будет сделано через месяц. Чутянь кивнул и сказал,
Иди быстрее, чем больше духовных шариков матери, тем лучше. Хотя в настоящее время в этом нет необходимости, чудо-шлемы станут использоваться на всем континенте через 6 месяцев. Мы получим большое испытание и вызов в различных аспектах. Да, сэр, городской лорд. Сначала я его осмотрю. Весь континент знал теперь, что чудо-город был готов открыть чудо-континент, поэтому, если что-то пойдет не так в самый критический момент, смущенным будет не только компания, Чутянь также потеряет все лицо. Мэнин подняла глаза на гигантский хрустальный шар и сказала в изумлении: такой большой кусок духовного кристалла, сколько богатства потребовалось для этого. На каком принципе он работает? Это материнский духовный шар, он содержит в себе мощную духовную энергию. На самом деле это генератор духовного мира, внутри которого был создан наш чудо-континент. Более того, именно духовная связь позволит каждому пользователю чудо-шлема по всему континенту подключиться к нему, что позволит им войти на чудо-континент. Чутянь использовал свое божественное чувство, чтобы просканировать материнский духовный шар, продолжая объяснять: кроме этой терминальной системы, у нас также есть интеллектуальная матрица мозга и система запуска. Матричная система состояла из большого количества сверхумных мозгов. Эти сверхумные мозги были распределены по всему чудо-городу, потому что изменения, порядки и законы чудо-континента нуждались в стабилизации. Это требовало больших затрат с точки зрения анализа данных, поэтому у них было недостаточно мощных умных мозгов. Стартовая система состояла из большого количества пусковых вышек. Хотя духовная энергия отличалась от других видов энергии и не ослабевала, даже если ее передавали издалека, она могла быть разрушена, если встречалась с мощным массивом духовной энергии. Чтобы избежать подобной ситуации, чудо-город увеличил свою способность принимать духовные сигналы, гарантируя, что они смогут охватить весь континент без каких-либо различий. Чутянь закончил осмотр. Не было никаких серьезных проблем вообще. Но он все же указал на несколько мелких недостатков. Мэнин была полна ожидания, глядя на гигантский материальный духовный шар. Я действительно хочу увидеть чудо-континент раньше. Наша чудесная коммерция создала мир, который даже могущественнее духовного бога. Чутянь с улыбкой взял свою невесту за руку. Когда придет время, вас ждет приятный сюрприз. Чутянь использовал более 1 дня, чтобы специально построить и поддерживать материальный духовный шар, прежде чем покинуть подземную лабораторию. Он вернулся на поверхность, чтобы лично подготовить свою свадьбу. Именно тогда официально начался новый раунд аукционов. Мэн Цинву использовала свой умный мозг, чтобы рассчитать данные за первый день. В общей сложности в нем приняли участие 19 миллионов 130 тысяч человек, и было подано более 89 миллионов 600 тысяч заявок. Когда эти данные были озвучены, все были шокированы. Первый день этого раунда торгов еще даже не закончился, и временные локации в ключевых областях империи еще не были построены, но различные части данных уже значительно превысили общую сумму предыдущих 3 дней. Можно себе представить, насколько популярны были чудо-шлемы. Чудо-шлем был не просто практичным шлемом, его можно было использовать, чтобы показать свой статус. Это был символ власти и богатства. Мэн Цинву целилась в сердце людей. Поэтому она специально объявила, что до открытия континента чудес продаваемые шлемы будут специальными памятными шлемами, которые будут отличаться от будущих шлемов. Все те, кто превзошел премиальную цену в 3 раза, получат специальный сувенирный продукт. Те, кто попал в топ-10%, получат специальную отметку, чтобы показать свой статус. Те, кто попал в топ-1%, получат право использовать специальные материалы для настройки дизайна и качества своего шлема. Эти вещи не требовали больших инвестиций от чудо-компании, но результаты, которые они дали, были очень шокирующими. Когда первый день аукциона закончился и данные были получены, сотрудники чудо-компании были ошарашены. Первое место предлагало 2 миллиона исходных камней, всех нижних чинов на 3 миллиона шлемов было больше 200. Эти данные были более чем вдвое больше, чем с первого аукциона. Когда Мэн Цинву отправила эти данные правителям, правители тоже были ошеломлены. Не было бы ничего странного, если бы эти данные пришли в последний день, но для первого дня это было слишком шокирующе. Она уже превзошла все их ожидания. Какие поразительные данные принесет этот аукцион? Глава 628. Неприятности. Аукционная распродажа была похожа на бушующее пламя. Каждый фрагмент данных продолжал взрываться. Начиная с императоров и кончая простыми гражданами, все они уделяли этому вопросу пристальное внимание. Это стало их ежедневным развлечением. Данные, которые приходили каждый день, меняли взгляды людей на этот мир. Люди континента наконец-то узнали, насколько богаты были богатые люди.
Чутянь не обратил особого внимания на этот вопрос, потому что знал результат, даже если бы использовал свою задницу, чтобы думать. Если он уже знал результат, зачем тратить на него весь день? Чутянь каждый делал только две вещи. Привозил Мэн Ин и других, чтобы попробовать всевозможные деликатесы, и управлял свадьбой в западном морском городе. Но пока в чудо-городе было спокойно. Городской лорд Боша внезапно телепортировалась. После того, как 10 тысяч водяных драконов подчинились Лесному альянсу, город Западного моря контролировал половину их морских территорий. Их влияние в Западном море росло, и их жизнь становилась лучше с каждым днем. Так почему же она приехала в чудо-город именно в это время? Чутянь лично приветствовал ее. Почему у городского лорда Боша есть свободное время, чтобы прийти в чудо-город выпить чаю? Как идет подготовка города Западного моря? Моя свадьба через несколько дней. Естественно, город Западного моря готов. Боша сказала Чутяню с серьезным лицом: но, господин городской лорд, на этот раз я приехал в чудо-город главным образом для того, чтобы сообщить вам о важном деле. Чутянь был немного удивлен, услышав это. Хотя он и не знал, что это было, но раз Боша приехала лично, это было не маленькое дело и не очень хорошее. Чутянь собирался жениться на Ин, так что никакого хаоса в это время быть не могло. Боша беспомощно вздохнула и сказала: «Я слышала некоторые новости, что Большая Сухая Империя, кажется, готова причинить неприятности». Брови Чутяня мгновенно нахмурились. Это было самое ужасное дело. Все знали о недовольстве Большой Сухой Империи чудо-городом, но с тех пор, как войска Большой Сухой Империи были разбиты, они вообще не показывали никаких движений. Однако с такой силой, как Большая Сухая Империя, как они могли проглотить это негодование? Так что их возмездие было лишь вопросом времени. Этот период бездействия мог бы стать для них периодом подготовки. Чутянь тут же спросил: «Какой полезной информацией вы располагаете?» Биша честно сказала: «Согласно тому, что я знаю, Большая Сухая Империя специально пригласила несколько крупных персонажей. Среди них есть дух зверя воющего неба Империи и Северного горного альянса Горного Короля». Чутянь слегка нахмурился. Каково происхождение этих двух парней? Империя воющего неба — самая большая империя волков-духов-зверей на континенте. Говорят, что у них самая сильная кавалерия в мире. Это очень милитаристская империя, которая сражалась с темным ночным лесом, пылающей небесной империей и даже Большой Сухой Империей с преимуществом на их стороне, так что они непросты. Что касается Горного Альянса, то это альянс на севере, который охватывает снежную область Северного Нагорья. Это самая большая держава на континенте, состоящая из людей, гномов, великанов, снежных троллей, снежных эльфов и других рас. Их система альянсов отличается от нашей, и они являются установленной силой уровня империи. Эти две империи, похоже, недолюбливали чудо-город. Когда Чутянь проводил саммит чудес, Мэн Цинву послала людей, чтобы пригласить их, но эти высокомерные парни полностью смотрели на чудо-город сверху вниз. В этом не было ничего странного. Будь то Империя Воющего Неба или Горный Альянс, все они находятся слишком далеко от чудо-города, поэтому влияние торговли чудес на них было ограничено. Империя Воющего Неба была империей духов-зверей. Духи-звери обычно высокомерны, варварски грубы и недальновидны. Они не верили, что чудо-торговля может что-то сделать для них. Что же касается Горного Альянса, то здесь ситуация была иной. Он не был похож на Лесной Альянс. В Лесном Альянсе каждый лесной город находился на одном уровне. Горный Альянс был в 10 раз больше Лесного Альянса и состоял из нескольких враждующих королевств, где главенствовал тот, кто был сильнее. Он также находился относительно далеко. С одной стороны, они ничего не знали о торговле чудесами. С другой стороны, их союзная структура была довольно хаотичной, со сложными отношениями между ними, так что могли быть различные аспекты, которые препятствовали приглашению чудо-города. Теперь, когда Большая Сухая Империя объединила эти две державы, они, скорее всего, собирались выступить против свадьбы Чутяня. В конце концов, Чутянь заставил Большую Сухую Империю потерять лицо, поэтому Большая Сухая Империя хочет, чтобы другие знали, что их нельзя обойти. «Сколько солдат они собрали?» — спросил Чутянь с легкой головной болью. Боша покачала головой и сказала: «Большая Сухая Империя планировала неожиданное нападение, поэтому они определенно спрятали свою армию. Даже если чудо-город знает, что они прячутся, их сил просто не хватит. Они оборонялись, поэтому не могли воспользоваться лазейками. Как они могли так защищаться от нападения 3 разных сил, эта новость пришла слишком внезапно. До свадьбы оставалось всего несколько дней. Чутянь чувствовал, что его дело очень важно, поэтому он позвал Мэн Цинву, чтобы обсудить его. Мэн Цинву не думала, что Большая Сухая Империя нападет в это время. Она немного поразмыслила над этим, прежде чем сказать: «Мы должны использовать все ресурсы чудо-города, чтобы ясно расследовать это дело».
Мы должны, по крайней мере, знать, сколько людей, какие войска они посылают и где они атакуют, чтобы мы могли должным образом защититься от них. Чутянь спросил, есть ли у нас уверенность в защите с помощью наших вооруженных сил? Учитывая положение чудо-города в Альянсе, достаточно созвать Альянс, чтобы вместе атаковать врага. Если бы это было против власти на уровне одной империи, это не проблема. Но их трое, и их цель совершенно ясна — напасть на нас. Даже в ситуации 1 на 1 мы не можем полностью гарантировать, что сможем защитить чудо-город. Нынешняя оборона города Западного моря определенно не могла сравниться с обороной чудо-города. В конце концов, чудо-город уже имел мощное оружие и систему щитов, а также древо жизни и триантов, защищающих его. Чудо-городу будет очень трудно защищаться от нападений 3 держав, не говоря уже о более слабом городе Западного моря. Но самое главное было в этом. Это была не просто оборонительная битва. Если свадьба состоится в городе Западного моря и армия Большой Сухой империи внезапно нападет, независимо от того, смогут ли они защитить город Западного моря или нет, свадьба Чудо-город, запланированная так давно, не сможет продолжаться. Мэн Цинву предположила, наше влияние возросло, а оно должно быть едва ли достаточно сильным, чтобы повлиять на силы уровня империи. А пока нам следует обратиться за помощью к империям. Это было хлопотное дело. Из 6 держав единственной, у которой были относительно хорошие отношения с Чудо-городом, был темный ночной лес, и это было потому, что дворец лунного бога темного ночного леса контролировался Чутянем. Что же касается других сил, то об этом трудно было догадаться. Было уже достаточно хорошо, что они не пинали их, когда они были внизу, но пошлют ли они помощь? У нас есть общие интересы, они все еще должны полагаться на Чудо-город, чтобы заработать большую сумму денег, поэтому я думаю, что не должно быть проблем. Я попробую это сделать. Мэн Цинву знала, что эта ситуация была срочной, поэтому она должна была попытаться лоббировать их. Глава 629. Быть зарезанным. Мэн Цинву отправила срочный запрос на духовную конференцию 6 державам уровня империи. Так называемая духовная конференция использовала духовный шлем для подключения к конференц-залу. В конце концов, эти 6 были известными персонами на континенте, так что если бы их случайно позвали, где был бы их престиж? Если бы они не пользовались авторитетом, у чудо-коммерции не было бы хорошего будущего. Духовная конференция могла бы решить эту проблему. 6 сил следили за рейтингом в торговом центре «Чудо» весь день, так что они поняли силу торгового центра «Чудо». Мэн Цинву созвала эту духовную конференцию в этот критический момент, так что они определенно не откажутся. Поэтому примерно в нужное время они надевают свои шлемы. Горящий небесный император вошел, смеясь. Зарабатывающая сила чудо-торгового центра действительно вызывает зависть. С чудо-городом, держащим это денежное дерево в руках, им не придется беспокоиться о нехватке денег в будущем. Императрица ветряной луны элегантно выпила чашку чая, который был естественным образом сформирован из духовной энергии. Она небрежно сказала, чудо-коммерция может зарабатывать деньги даже лежа, было бы хорошо, если бы мы могли хотя бы немного поспеть за ними. Великий старейшина драконьей расы и король преисподней согласились. Мэн Цинву сразу почувствовала, что ситуация не та, как только вошла. Эти люди были вершиной существования на континенте, они не просто могли сидеть в таких позах. Их нынешняя демонстрация не давала людям сбиться с толку. Мэн Цинву посмотрела поверх темного ночного короля эльфов, и она уловила несколько подсказок в его глазах. Значит, все было так. Большая Сухая империя, вступившая в сговор с империей Воющего неба и Горным альянсом, даже город Западного моря мог найти несколько подсказок на этот счет, так как же эти высшие существа континента могли ничего не знать. Это было явно нереально. Они вышли, восхваляя чудо-коммерцию, и Мэн Цинву могла думать только об одном варианте. У этих парней были другие планы. Мэн Цинву знала, что она не сможет избежать этого, поэтому она не была вежлива с ними и не ходила вокруг да около. Она прямо сказала, «Я думаю, что все знают о текущей ситуации в Чудо-городе. Наш враг, Большая Сухая империя, вступила в сговор с 2 другими державами, чтобы напасть на город Западного моря в день свадьбы. Все должны знать, что в день свадьбы в Чудо-городе откроется Чудо-континент. Открытие Чудо-континента является важной функцией шлемов, и каждый будет получать прибыль от шлемов. В будущем мы можем рассчитывать на то, что шлемы заработают миллиарды, поэтому в трудные времена Чудо-города я прошу всех одолжить нам немного энергии». Правители были немного ошеломлены. Мэн Цинву прямо бросила проблему и попросила помощи, но они не думали, что это произойдет. «Дело не в том, что мы не можем помочь». Раздался дикий голос. Император духов зверей громко сказал, «Только раса духов зверей очень бедна, военные расходы не маленькая цифра». Военные расходы.
Если вы даже не можете взять на себя военные расходы, вы можете с таким же успехом уничтожить свою империю диких зверей. Мэн Цинву знала, что нельзя было избежать разделки мяса, она была готова к этому с самого начала. В конце концов, Чудо-город только сотрудничал с ними, и у них не было альянса. У них не было никаких обязательств посылать солдат в Чудо-город, поэтому они хотели заработать как можно больше льгот. Чудо-город вряд ли погибнет от этой катастрофы, потому что войска Большой Сухой Империи хотели только разрушить свадьбу, которую люди континента с нетерпением ждали, и они хотели отложить открытие Чудо-континента. Это приведет к тому, что слава Чудо-компании на континенте сильно упадет, и как только она упадет, Чудо-город потеряет все Западное море, что было гигантской потерей для них. Мэн Цинву сказала, даже не задумываясь, от полученной прибыли от продаж шлемов Чудо-город возьмет только 10%, а остальное будет отдано всем остальным. Он стоил по меньшей мере несколько сотен тысяч исходных камней. Какой концепцией были несколько сотен тысяч исходных камней для такого бедного места, как Империя диких зверей, страна духов зверей, где каждый человек имел низкий доход, их ежемесячный налоговый доход составлял всего несколько сотен миллионов. Это была империя с населением более 10 миллиардов, и их годовой доход был жалким. Мэн Цинву даже не моргнула, чтобы отдать несколько сотен миллионов. Разве им не нужны исходные камни? Разве они не хотят военных расходов? Я не верю, что нескольких сотен миллионов исходных камней недостаточно. Вице-городской лорд Мэн не должна думать, что мы пытаемся получить выгоду в трудные времена. На самом деле мы очень хотим помочь вам. Пылающая Небесная Империя сказала с обеспокоенным взглядом, как только мы начнем сражаться, мы будем оскорблять 3 силы одного уровня. Мы должны взвесить преимущества и недостатки внутри, поэтому камни источника не являются важным вопросом. Мэн Цинву прямо сказала, все не забывайте, что мы сотрудничаем. Если Чудо-коммерция столкнется с какими-либо несчастными случаями, вы все будете затронуты. Как только Чудо-континент будет отложен, популярность Чудо-шлема значительно снизится. Кроме того, сотрудничество, которое мы запланировали на будущее, пойдет на смарку, что будет большой потерей для всех. Я боюсь, что это не может быть просто измерено с помощью исходных камней. Пылающий Небесный Император покачал головой и сказал, слова вице-лорда Мэн Ин разумны, но даже с этим есть что-то, что мешает нам принять это решение. Мэн Цинву спросила, чего все хотят. Император диких зверей был похож на голодного волка, который почуял запах крови и немедленно встал. Он сказал с горящими глазами, как насчет этого, вы дадите нам немного акций из торгового центра Чудо, и мы станем партнерами. Все будут одной семьей, и мы сможем помогать друг другу. Они требуют акции от торгового центра. Торговый центр был одним из самых важных каналов дохода для Чудо-компании и самой долговечной платформы Чудо-компании. Его ценность вообще не могла быть оценена, и он мог генерировать бесконечную ценность в будущем. Торговый центр Чудо полностью контролировался Чудо-коммерцией, так что даже если бы хоть один кусочек был перенесен, это означало бы резать мясо из Чудо-коммерции. Император диких зверей был слишком дик. У него действительно была такая идея. Мэн Цинву нахмурила брови и твердо сказала, Чудо-торговый центр — это наш фундамент. Разве император диких зверей не чувствует, что эта просьба немного перегибает палку? Великий старейшина расы драконов не мог не прервать его. Ценность торгового центра Чудо трудно оценить, но это потому, что платформа просто слишком большая. В будущем Чудо-коммерция монополизирует торговлю на континенте, так что не придется ли нам просить Чудо-город о какой-нибудь еде? Даже со стратегической точки зрения Чудо-город не должен полностью контролировать торговый центр Чудо. Это только заставит другие силы бояться тебя и Чудо-город. Эти слова были гораздо более разумными, чем слова императора диких зверей. Если бы торговый центр Чудо охватывал весь континент, весь рынок был бы под контролем Чудо-города. Если бы у кого-то был какой-то конфликт с Чудо-городом, разве они не были бы преданы смерти с помощью всего лишь Чудо-торгового центра? Такого рода ситуация не была тем, что хотел бы видеть любой правитель. Мэн Цинву не уступила ни на дюйм, когда она сказала, кроме того, что на этот раз мы берем только 10% от Чудо-шлемов, Чудо-город и Чудо-коммерция могут освободить право на производство шлемов и позволить вам всем наслаждаться преимуществами производства Чудо-шлемов. Это был большой кусок пирога, подаренный им. Чудо-коммерция не будет производить никаких шлемов в будущем. Это означало, что после того, как Чудо-компания сделает какое-либо развитие этой технологии, они будут давать работу 6 державам, позволяя 6 державам зарабатывать большую сумму. Императрица Ветряной Луны не удержалась и сказала, мы могли бы развиться до этой точки сегодня, потому что наши предки тысячи лет назад оставили позади наш стартовый капитал. Даже в худшем случае у нас все еще хранится несколько миллиардов исходных камней. То, к чему мы стремимся, это комфорт.
Вы должны знать, как трудно охранять свою территорию. Мы не можем позволить тому, что создали наши предшественники, деградировать в нашем поколении. Король преисподней никогда ничего не говорил. Но в основном он имел то же самое. Переговоры шли еще 2 часа. Правители были настроены съесть чудо-город, и они знали, что у чудо-города не так много времени, потому что свадьба должна была состояться всего через несколько дней. Как можно было не спеша обсуждать это, ведь это было неотложное дело. Мэн Цинву никогда не думала, что эти ребята такие злобные. Какой бы софистикой они ни пользовались, все было герметично. Мэн Цинву смутно осознавала, что такого рода бойня уже была запланирована. Возможно, они уже знали, что Большая Сухая Империя связалась с 2 державами уровня Империи, они знали, когда они сделают шаг, и они даже слили эту информацию в город Западного моря. Но самое главное было в этом. Со способностями правителей было нетрудно исследовать отношения внутри чудо-компании. На этой свадьбе присутствовали Мэн Ин и Чу Тянь, которые были самыми важными людьми Мэн Цинву. У каждого человека было слабое место, даже такой проницательный человек, как Мэн Цинву, не была исключением. Поэтому, пока они хватались за это, они были уверены, что безжалостно крадут прибыль. Мэн Цинву знала, что она ведет себя пассивно. И она знала, как важно было увеличить их силу, если чудо-город достаточно силен, придется ли ей тратить время на споры с ними. Вкладывать большие суммы в военную мощь было правильно, но теперь казалось, что этого недостаточно. Ей нужно было снова увеличить его, Мэн Цинву потратила впустую 2 часа, и ей не хотелось тратить больше времени, поэтому она подвела итог. Помимо обещания 10% прибыли и того, что чудо-коммерция больше не будет производить шлемы, я могу дать вам власть управлять чудо-торговыми центрами в вашем районе, позволяя вам управлять своей собственной торговой сетью. Чудо-коммерция не будет вмешиваться, вы просто должны каждый год передавать комиссионные относительно вашей прибыли чудо-городу. Империя диких зверей была недовольна, нам все еще нужно платить. Все — это последняя линия чудо-города. Выражение лица Мэн Цинву было очень серьезным. Таким образом, поскольку торговые центры управляются вами, ваши так называемые заботы не будут существовать. Если все не могут принять это, пожалуйста, извините меня, но я больше не намерена обсуждать это. Мэн Цинву посмотрела на темного ночного короля эльфов, когда договорила. Король дважды прочистил горло, прежде чем сказать: «Все, давайте сделаем шаг назад, такой результат хорош для всех нас». Мне все равно, что вы все думаете, темный ночной лес согласится. Город Западного моря был очень важен для чудо-города. Но они все еще могут продолжать идти, если потеряют его. Мэн Цинву не шутила, это действительно было самое главное. Если бы это не был Чу Тянь и ее самая любимая младшая сестра, выходящая замуж, она бы не пошла на все эти уступки. Все остальные посмотрели друг на друга. Этого было достаточно. Им предстояло долгое время сотрудничать с чудо-городом, поэтому создание жестких отношений во время борьбы за выгоды не имело ни для кого никаких преимуществ. Мэн Ин действительно герой среди женщин, такая храбрость вызывает восхищение. Императрица Ветряной Луны встала, чтобы выразить свою поддержку. Как женщины, мы, естественно, поможем. Империя Ветряной Луны согласна. Король преисподней сказал холодным голосом: «Согласен». Если 3 из 6 держав согласны, что могут сказать остальные 3? Они должны были проявить некоторое уважение к чудо-городу, поэтому они объявили о своем согласии на месте. Глава 630. Подготовка. То, что Мэн Цинву положили на разделочный стол во время дискуссии, так разозлило Мэн Ин, что она чуть не прыгнула с крыши. Как эти парни могли быть такими чрезмерными? Они просто издевались над людьми. Это было как ударить кого-то, когда они были внизу, и воспользоваться ими. Эти люди сотрудничали с чудо-коммерцией, и когда чудо-коммерция обращалась с ними неправильно. Они дали им транспортные башни, космические склады и системы связи, а также помогли им сделать довольно много исходных камней. Теперь, когда чудо-город оказался в опасности, эти люди не только не помогли, но и запросили возмутительную цену. «Юная мисс Ин, вы здесь?» Чу Тянь держал в руках букет свежих цветов, элегантно появляющихся в дверях. Он увидел, что у обеих сестер нет нормального выражения лица, и тут же с улыбкой подошел к ним, ставя в вазу цветы, которые он сорвал в саду чудес. «Что это с вами сегодня, сестры? Почему вы так несчастны? Есть ли что-то, чем вы недовольны?» Мэн Ин сказал: «Старшая сестра заплатила большую цену за нас». Чу Тянь был немного удивлен, кто был задиристым. Мэн Ин жестом объяснила все, что произошло. «Ты сердишься или нет?» Чу Тянь нахмурил брови, когда услышал это. «Если все так, то тогда мы пойдем к ним». «Пойдем, обсудим это с ними».
Мэн Ин с сомнением спросила, будет ли обсуждение работать. Тогда Чутянь изменил свои слова, тогда пойдем сражаться с ними. Мэн Ин посмотрела на него большими глазами. Ты что, с ума сошел? Они империи. У Чутяня был возмущенный взгляд. Мы не можем обсуждать или бороться, что же нам делать? Я должен излить на тебя свой гнев, дай мне подумать. Мэн Ин была немного обеспокоена. Она боялась, что Чутянь снова сделает что-нибудь шокирующее. Это. Джентльмен, мстящий 10 лет спустя, не опоздает. В любом случае, мы уже понесли потери, так что нам просто нужно терпеть. Пусть они помогут нам сейчас, а когда мы станем сильнее, мы преподадим им жестокий урок. Чутянь знал, что Мэн Ин ответит именно так. С одной стороны, у чудо-города не было уверенности. С другой стороны, чудо-город не должен был этого делать. Чутянь уже слышал об этом деле. Беспокойство императоров было вполне обоснованным с их точки зрения. Если бы Чутянь был на их месте, он был бы еще более безжалостен. В конце концов, чудо-город попрошайничал на другой стороне, и сколько хороших людей было в этом мире, которые не хотели выгоды. Ин, забудь об этом. Возможно, на этот раз мы понесли небольшие потери, но эта потеря всего лишь часть исходных камней, она не может повлиять на наш общий план. Наша чудо-торговля не испытывает недостатка в каналах для сбора исходных камней, так что просто отпустите их. Настроение Мэн Цинву было относительно хорошим, так как это дело уже было закончено. Она не стала бы тратить время на жалобы по этому поводу. Поскольку они воспользовались преимуществами, мы также получим защиту, которую заслуживаем, и они будут еще лучше сотрудничать с чудо-компанией, так что это не считается потерей для чудо-города. Мэн Ин не могла проглотить свой гнев. Но сопротивляться гигантским тиранам было слишком трудно, у нее еще не было такого мужества. Впереди еще много времени, на этот раз она все забудет. В это время Зеро внезапно сказал, на основе информации, присланной Империей Диких Зверей, был составлен первоначальный доклад о передвижениях и расположении противника. Точность информации переваливает за 80%. Не хочешь взглянуть? Мэн Цинву была удивлена, быстро пошлите его сюда. Часть проекционного оборудования показала информацию. Отчет содержал очень четкую информацию о Большой Сухой Империи, Горном Альянсе и Империи Воющего Неба. Судя по текущей ситуации, 3 державы собрали свои армии в Большой Сухой Империи, имея около 1 миллиона солдат. Основное внимание уделялось мобильным и воздушно-десантным частям. На этот раз Чутянь и чудо-город не посмели проявить небрежность. Целый 1 миллион солдат — это было немалое число. Мэн Ин тоже была ошеломлена. Зачем они послали всех этих солдат? Я думаю, что большинство из них камуфляж. Мэн Цинву дала спокойный анализ. В конце концов, это не страна, разрушающая войну. 3 державы уровня империи не использовали бы большую часть своих солдат-козырей, чтобы напасть на город Западного моря. Если мои догадки не ошибочны, более 60% этой миллионной армии нормальной элиты, и около трети из них козыри, подобные тем, что атаковали чудо-город в прошлый раз. Даже вот так, это было очень шокирующе. Чудо-город был атакован 8-10 тысячами всадников драконьего ястреба. Если бы не барьер Древа Жизни, трианты во главе с Кинарием и различные подкрепления из Альянса, чудо-город вряд ли смог бы отбиться от них. В этой битве не было оборонительной позиции, они могли сражаться только на открытой местности, так что сложность была совсем в другом. Так как они уже получили эту информацию, Мэн Цинву быстро созвала 6 глав Альянса и начала срочную конференцию. Сначала она объяснила ситуацию так: у Большой Сухой Империи плохие намерения, нашему Альянсу определенно придется иметь дело с неприятностями в течение следующих нескольких дней. Мы определенно не можем потерять город Западного моря, мы даже не можем предпринять атаку, чтобы избежать хаоса и паники. На этот раз наша задача очень велика — справиться с атакой противника за пределами леса хаоса. Повелитель драконов сказал, нахмурившись, было бы трудно охранять внутри города, не говоря уже о том, что за пределами. Наша боевая мощь сильно отличается от мощи Империи. Я уже договорился с 6 имперскими державами, с которыми мы сотрудничаем, они поддержат нас в этой битве. Даже с помощью 6 могущественных стран времени уже не хватает. Свадьба начнется через несколько дней, сказал Ланселот. Армии 6 империй не успеют собраться вовремя, не говоря уже о том, что им придется спешить в дальний лес хаоса. Транспортные башни вообще не могут перевозить всех этих людей. Мэн Цинву ответила на этот вопрос. На самом деле все очень просто, космические врата уже подготовлены. Армии 6 стран должны собраться в ближайшей точке к их стране, и мы отправим их в чудо-город первыми с космическими вратами. Они могут транспортироваться на любое поле боя из чудо-города, нам просто нужно открыть транспортную линию в городе. Это было бы гораздо проще. На этот раз мы не позволим никому ничего не выиграть. Мэн Цинву добавила,
Чудо-город больше не будет производить чудо-шлемы, но мы дадим наши фабрики шлемов и соответствующие технологии всем желающим. Это будет ваша награда за помощь нам». У всех были радостные лица. Этот чудо-шлем был очень большим рынком, если бы они могли получить часть, это была бы большая сумма. У Мэн Цинву действительно были свои способы. Она пообещала императорам, что не будет производить шлемы, но передала фабрику шлемов и технологию членам Альянса. Это не нарушало соглашение и создавало ценность для Альянса, а также помогало их партнерам получить некоторые преимущества. Этот жирный кусок мяса был данным, как они могли не выложиться на этот раз, Мэн Цинву сказала, на самом деле, всем не нужно быть пессимистами по поводу силы Альянса. Чудо-город начал вкладывать большие суммы в нашу армию, и с помощью каждого мы не потеряем власть на уровне империи в справедливой ситуации. Все наполовину сомневались в этих словах. Чудо-город действительно побеждал Большую Сухую империю раньше, но эта победа была главным образом потому, что Большая Сухая империя атаковала, несмотря на недостаток информации. Кроме того, Чудо-город имел преимущество в качестве защитников. Вскоре после этого должна была начаться вторая битва, и во второй битве, была ли это боевая сила или реальная сила, была принципиальная разница.